Здравствуйте, друзья! У меня в руках бомба, настоящая бомба. Это новинка, это палатка 2019 года Nature Hike Week. Это палатка совершенно нормальная, самостоящая и при этом весящая Trail Weight 960 грамм и полный вес это 1060 грамм. Поехали! Друзья, благодаря успешному выходу ролика о палатке для новичка, то есть во многом благодаря вам, у нас на тесте палатка Nature Hike Week. Итак, что это за птица? Ну, это очень легкая птица, и это одновременно и плюс, и минус. Это палатка самостоящая, которую сложно назвать однослойной или двухслойной. В какой-то мере она сочетает свойства и той, и другой. Но это я сейчас поясню. При этом палатка с внешними дугами, что позволяет ее очень быстро ставить, палатка с хабами и с консолью, что позволяет делать внутреннее пространство достаточно комфортно. Именно эту концепцию я считаю для ультралегких палаток оптимальной с точки зрения компромисса комфорта и веса. Давайте поставим и посмотрим. Итак, палатка с внешними дугами, то есть мы ее ставим, а внутри сухо, даже если идет дождь. Центральная дуга, два хаба, причем хабы расположены высоко, образуя достаточно большое внутреннее пространство. Внутреннее пространство палатки 85 сантиметров в ширину и 210 в длину. И этого в принципе достаточно для не очень комфортного проживания двух человек или комфортного проживания одного. Мой CloudUp 2 двухместный 90 сантиметров, всего на 5 сантиметров уже. Благодаря тому, что есть наверху консоль, есть два тамбура. Один не открывающийся, как кладовка, 50 сантиметров. Второй, открывающийся, 70 сантиметров. И внутри, давайте приоткроем, мы еще полезем внутрь этой палатки. Но давайте я сейчас приоткрою и покажу. Внутри палатки стеночки и сеточка. То есть в действительности получается, что по бокам палатка двухслойная. И лишь только по центральной консоли, по центральной ткани однослойная. Вот такие главные пироги. Нет, вы представляете, у них застежечки на магнитиках. Офигеть. Материалы. Трубка 70001, чтобы это не значило, алюминиевый сплав. Плотные хабы, не круглые, металлические. Тент. Нейлон с ниткой 15 ден. С силиконовым покрытием, с микрорипстопом. Ну, я постараюсь показать. Вот он, микрорипстоп. Все швы проклеены. Водостойкость тента больше 3000 мм. Для ультралегкой палатки это совершенно нормальная цифра. Дно у нас получается из нейлона с ниткой 20 ден и уже на 4000 мм. И к нему еще футпринт в комплекте идет. Вот здесь он видно, что он уже установлен. И он еще 3000 мм, то есть для дна 7000 мм, что в общем для палатки ультралайт даже скорее избыток. Нет, конечно, в Юго-Восточную Азию в период дождей я бы в такой палатке не пошел, но для нашего климата вполне нормально. Вентиляция. Следующая проблема. Для однослойной палатки эта проблема очень серьезная. Решается она интересным образом. Здесь есть два вентиляционных окошечка,
И эти окошечки вы можете открывать изнутри и закрывать изнутри, что тоже очень-очень важно. Также здесь достаточно далеко отступает тент, и он сделан на тамбурах с такими вырезами. Соответственно, вентиляция идет снизу вверх, все по фэншую. Да, дорогие мои, вы мне скажете, что как же палатка без юбок? Любят все у нас гоняться за юбками. И я вас должен поздравить, есть вариант с юбками. Если вам надо с юбкой, заказывайте. Обратите внимание на угловую фурнитуру. Все сделано металлом. Для ультралегкой палатки это очень-очень хорошо. Особенно для недорогой ультралегкой палатки. А эта палатка относится к классу недорогих ультралегких. Как всегда, точную цену я не указываю, но могу сказать, что это не очень высокая цена. И даже на дугах, даже вот на консоли все равно металлические петельки. Это очень хорошо. Кажется, а зачем мне трекинговые палки? Секрет в тамбуре этой палатки. Сейчас все покажу. Да, друзья, это палатка, у которой тамбур преобразуется в тент, под которым можно укрываться от снега, от дождя или от солнца, и где можно готовить, не рискуя угореть. Офигенная тема. Ну, давайте заглянем внутрь, и тут будет еще один важный секрет. Сейчас покажу. Попутно заметим качество швов. Очень хорошее и ровное. Проклейку их. Качество молний вполне приличное. Но самое главное, наличие тамбура для вещей с доступом изнутри из палатки. Но самое главное, это жилое пространство. Друзья мои. Ха-ха! Посмотрите, что ли, по ногам. Это двухместка. Это тесная двухместка. На полном серьезе, тут можно лечь двоим. Да, это будет тесно, но это будет 450 граммов на человека. И при этом это будет самостоящая палатка. А не какой-то легкоходский домик. Смотрите, можно открыть. Можно открыть. И главное, закрыть изнутри вентиляционное окошко. Для кого нужна эта палатка? Кому она лучше всего подойдет? Ну, во-первых, естественно, она прекрасно подходит для легкоходного туризма. Вот, легкоходы не пропускайте мимо. Это действительно классная новинка. Если вы еще не приобрели домика, рассматривайте этот вариант. Но в действительности, мне кажется, здесь вполне уместно будет владение такой палаткой любым опытным туристом, который понимает те условия, которые накладывает, сама по себе концепция ультралегкой палатки. И при этом, может быть, уже владеет какой-то кемпинговой или трекинговой палаткой, и которому просто нужно собрать комплект для путешествий налегке, у которого есть уже трекинговые палки. Хотя в действительности можно ставить на деревья, на какие-то любые кривые палки. Я тут недавно видел обзор, его просто на какие-то кривые, на какие-то вообще просто коряги поставил человек их. Если вы ищете недорогую, относительно в ценах ультралайта, и комфортную палатку, может быть даже на двоих, весом менее килограмма или в районе килограмма, то, несомненно, это очень интересный выбор. Ну и вся эта конструкция, это очень интересная новинка. В общем, вы тут посидите, а я пойду, наверное, себе закажу. Так-то эта палатка пойдет на тест одному из участников клуба, а я подумываю, чтобы сменить свой Cloud Up 2 на вот это чудо. Всем хороших походов и до встречи в поле.